7 месяцев назад состоялся анонс Banishers Ghost of New Eden. Кроме короткого тизера и скупых деталей, нам тогда ничего не объяснили. Прошло время, уже назначена дата релиза, опубликована еще парочка коротких видео и практически никаких подробностей нет. Всем привет, Сальса Геймер у микрофона, и сегодня я буду скребать из интернета детали Banishers Ghost of New Eden. Игра разрабатывается студией Dontnod, те самые люди, что разрабатывали Life is Strange и Vampire, так что надежда на интересный и оригинальный сценарий есть. По сценарию в мире игры не все мертвые умирают. Часть душ погибших задерживает память о них и эмоциональная привязанность живых, образуя крепкие душевные связи. Они становятся призраками. Призраки помнят, кто они были при жизни, и не все они хорошие. Большинство из них мирные, но кто-то хочет отомстить за свою смерть, кто-то мстит всем живым, потому что он мертв. По этой причине в этом мире существуют охотники на призраков, которые называются изгоняющие. Место действия New Eden, время 1695 год. Видимо, это для повествования будет иметь значение. Лучшие охотники на призраков североамериканской глубинки Антея Дуарте и Ред Макрей. Они влюблены в друг друга, поэтому и являются самой сильной командой экзорцистов. Но на последнем задании случается трагедия. Антея погибает, и из охотника становится жертвой. Любовь Реда превращает ее в призрака. Это нам и показывают в первом анонсном трейлере. Герои сидят в таверне и переживают сложившуюся ситуацию. Антея стала призраком. Только любовь Реда удерживает ее в этом мире. Весь сюжет, судя по описанию, будет крутиться вокруг этого факта. И вдобавок Антея хочет отомстить за свою смерть. Это говорит о засаде или сговоре, целью которого было навредить удачливым охотникам. И это отсылает нас к главному герою, покрывшегося уже пылью, но оттого не менее любимого фильма «Привидение», где главный герой погиб в результате заговора, и важную часть фильма занимает любовная линия. Отсюда уже вступают в дело мои догадки. Дело в том, что возникающую между живым и призраком душевной связью пытается воспользоваться некое существо из мира мертвых. И именно оно делает призраков особо опасными. И главная задача героев будет сделать так, чтобы существо не добралось до души девушки. А для этого существо нужно уничтожить. Намек на это делает призрак из трейлера с оглашением даты релиза. По ходу сюжета мы будем принимать решения, которые в итоге повлияют на судьбу родного города героев. И для примера нам показали одно, сводящее к двум вариантам: освободить со знаком правосудия или изгнать со знаком черепа. По геймплею игра это экшен RPG. Игрок будет переключаться между Антеей, которая будет видеть следы призраков и помогать их найти, и Редом, который будет вступать с ними в бой. Он будет вооружен мечом и факелом, он прекрасный фехтовальщик, и это охотно демонстрируется в нарезках видео. Оружие и броню его можно будет улучшать, как и в любой RPG. Прокачка способностей будет, но ее нам пока никак не покажут. Скорее всего, она будет завязана на укрепление душевных связей Реда и Антеи. За счет этого он получит возможность ускориться и словно тараном ударить врага. Антея также может телепортировать Реда. Она создает сгусток духовной энергии, которым швыряется в противника. Также с помощью духовных цепей она сможет сковывать движение противника. Факел в руке Реда будет не только освещать путь, но и грозным оружием. В трейлере есть намек на то, что Ред владеет магией огня. Среди врагов, на которых мы будем опробовать весь свой арсенал, в основном будут человекоподобные призраки, но будут и создания, похожие на собак, волков, крыс из костей. Антея называет этих существ костоходами. Про графику ничего толком сказать нельзя, потому что те короткие нарезки игрового процесса ничего не дают. На них нет элементов игрового интерфейса, и не факт, что игра так будет выглядеть на релизе. Игра выйдет 7 ноября на ПК, PS5, Xbox Series X, S. Русский язык будет в виде субтитров. Не забудьте подписаться на канал, чтобы всегда знать, во что поиграть. Для обсуждения игры забегайте в Discord и в комментарии под роликом. Больше новостей по играм в группе ВК. Поддержать автора можно по ссылке в описании. Пока-пока и не бомби по пустякам.